Здравствуйте, мои дорогие. До этого я сняла видео «Кто влюблен в тебя?», да, но мне оно показалось не совсем завершенным. Я бы хотела посмотреть сегодня с вами на то, кто же по-настоящему тебя любит. Кто тебя по-настоящему любит. Посмотрим, как сейчас будут говорить с нами высшие силы через эти карты. Таро Святой Смерти сегодня с нами разговаривает. Кто тебя любит по-настоящему? Сейчас посмотрим. Кто тебя любит по-настоящему? Рыцарь Пентаклей показан. Здесь вышел сразу же. Причем так интересно, сигнификацию твою я всегда, до выхода мужчины, да, я всегда смотрю, что какие карты выходят. Тут это не его. Здесь выкладывают именно, показали твою сигнификацию. То есть ты сейчас не принимаешь, какую-то мужскую энергетику, на слово не веришь. Вот не веришь на слово. Докажи, а потом проходи. Докажи, потом проходи. Вот так идешь. Ты прям у тебя у ворот твоих, либо у дверей твоей жизни есть какой-то страж, который спрашивает, с чем пришел. Вот, ты уже на любые какие-то манипуляции не идешь. Рыцарь Пентаклей здесь. Очень медленный рыцарь. Он вообще как-то идет странно. Один шаг вперед, два назад. Что это за рыцарь Пентаклей? Расскажите нам, пожалуйста. Что тут за рыцарь Пентаклей? Что это за рыцарь Пентаклей? Он ищет свою королеву Пентаклей. Рыцарь Пентаклей, который ищет свою королеву. А знаешь что? Он видит свою королеву несвободной, наверное, и окруженной холодом и льдами. К ней нужно еще подобраться, и поэтому он очень медленно идет к тебе. Еще про рыцаря Пентаклей. Почему-то он о тебе говорит. Видишь, пентакли выходят одни, но здесь они немножко в другом ракурсе, чем в прошлом раскладе. Потому что этот мне видится свободным человеком. Знаешь, что это за человек? Он очень медленно идет к своей цели. А почему? Потому что для того, чтобы ему принять окончательное решение по поводу женщины, ему нужно убедиться прежде всего в каких-то важных для него нюансах относительно той самой дамы. Но он любит тебя по-настоящему, получается так, ведь он вышел первым и видит в тебе очень достойную женщину. Он видит в тебе какую-то прям хозяйку положения, хозяйку будущую, возможно, даже хозяйку его дома, но у него какие-то моменты, сомнения есть относительно тебя. А еще все-таки я вижу, что он боится обмана, и поэтому хитрит сам. Хитрит сам. Рыцарь Пентаклей. Кто это? Что это за человек такой любит тебя по-настоящему? Что это за пентаклевый рыцарь? Ага, видишь как? Кубковый король выходит, и звезда. Ты для него звезда, а он в тебя влюблен. А он еще очень бы хотел... кубковый король — это тот, который все-таки король. А король повелевает, король требует преклонения. Но посмотри, ты не просто королева Пентаклей, его будущая, а звезда. А еще он из тех королей, единственный из тех королей, который подчиняет чувства других ради своих чувств, потому что он хочет, чтобы его любили. Ну и как, интересно. Что это за король кубков? Рыцарь Пентаклей. Медленный такой. Покажите. Кто этот человек? Как ты его узнаешь? Я так скажу. Он какой-то святой. У меня две карты об этом сейчас говорят. А еще он как будто бы похож на тебя. Или он увидел то, что как-то душу знакомую, что ли. Вы чем-то очень похожи. У вас даже что-то во внешности может похоже, либо что-то такое материальное может быть похоже.
какая-то привычка одна на двоих. Что-то такое может быть общее. А почему его таким прям святым показывают? Что это такое? А его воспитала так какая-то женщина. И сейчас ему необходимо найти ключик от своей жизни. Вернее, знаешь что? Ему был дан ключ Вселенной, конечно, через человека, скорее всего, через, может быть, это мать, может быть, какая-то женщина, сестра. Для чего? Для того, чтобы построить что-то большее, любовь. Он готов эту любовь разделить с человеком. По карте Темперанс. И тут карта Святой Смерти выходит. Это просто сразу же говорит, что это за человек. Тут реально какой-то святой. Он несет тебе изменения в жизнь. Он несет тебе гармонию, стабильность и покой. Вот такой человек. Он, по сути, сам вот такой и есть. Он умеет этим заряжать. Вот кто в тебя, это не влюблен, вот кто тебя любит по-настоящему. Интересно, вот как-то так. Ты знаешь, значит, ты знаешь этого человека, потому что как можно любить по-настоящему, не зная его? Как ты его знаешь? Как ты его знаешь? Опачки, как ты его знаешь? Секундочку. Я иногда переслушиваю свои видео. Боже, как я ржу. Как это, девчонки? Вы меня слушаете? Вам, наверное, тоже иногда бывает весело. Потому что я как вымочу что-то, интересно. Даже тон меня смешит. Так, смотрите, что здесь показывают. По десятке мечей он заканчивает какой-то путь. Это путь очень длительный, долгий путь. И сейчас он уже вложил максимально много, имея какие-то инвестиции, возможно, во что-то. Может быть, в какое-то жилье. Тут реально какой-то человек, который имеет деньги, идет. Так. Как же тебе его узнать? Император выходит, видите как? В тройке мечей. Рыцарь жезлов. А ты все-таки еще спрошу, свободный человек, император? Что-то он голову снимает, плачет. Есть другая? Нет, есть вот та, которую он любит. И есть то, что верит человек, что как-то все устаканится, и как какие-то проблемы решатся, и они встретятся. Потому что здесь идет колесо фортуны. Он будто бы надеется на случай и надеется на встречу. Надеется на встречу. А ты его знаешь? Очень интересная такая получилась выкладка. Почему? Потому что вы будто бы и знакомы, но знакомы, будете знакомиться по-новому. Вот будете знакомиться по-новому. Это будет какое-то ваше новое знакомство, но вы знаете друг друга. То ли ваши души знают друг друга. Тут у меня старший аркан. То ли вы действительно в этой жизни были знакомы и дошли до какого-то этапа жизненного, вернее, прошли какой-то жизненно важный этап и дошли до его, ну, я бы так сказала, пика, скорее всего. Вы как будто бы были вместе когда-то. То есть радость совместной жизни была, но по страшному суду это что-то такое судьбоносное. Тут такая есть доля загадки и интриги, которую не хотят нам раскрывать все-таки. Но много намеков дают на то, как вы его опознаете. Как вы его опознаете? Вот, допустим, сейчас, смотря, Пентаклевый король. Но вы его считаете человеком все-таки солидным, может быть, даже при деньгах. То есть у него будто бы есть, и вы так думаете, или вы так думаете. То есть каким вы его видите? Человеком с состоянием, у которого есть твердая основа под ногами, на которую он опирается, у которого есть какие-то свои принципы, свои взгляды на жизнь. Не смотрит он на то, допустим, как про него, может быть, говорят насчет того, что он может один, да, либо еще как-то. Ему главное организовать прежде всего стабильность, вот именно стабильность. Пятерка пентаклей мелькает у меня под ногами. Видите, как интересно? На дне колоды.
что-то здесь такое в чьем-то подсознании, недостаточно, может быть, знаний, ресурсов. Человек сейчас, возможно, не совсем ресурсный. Вот такой вот человек тебя по-настоящему любит. Кто он для тебя сейчас? Кто он для тебя сейчас? Сложный выбор. Сложный выбор. Он для тебя сейчас сложный какой-то совсем. Но он докажет. Вот он докажет то, что он является живым, действенным. И как-то он по башне особенно ворвется. Тут идет и король жезлов, да, и башня. Он как-то ворвется в твою жизнь. Это все-таки король действующий. Разрушив старое что-то, разрушив старое. И оставив свое старое позади, за спиной своей. Ну, вот такой вот человек в тебя влюблен, дорогая. Интересно. Расскажешь в комментариях, возможно, будет что рассказать. Благодарна вам за то, что посмотрели расклад. Спасибо огромное за ваши лайки, комментарии, за то, что подписываетесь на этот канал и получаете необходимые подсказки. Невероятно благодарна всем, кто оставляет финансовую поддержку этому каналу. Пускай вам Вселенная возвращает подарками в разы больше. Всего доброго. Пока-пока.